Достаточно большое количество гаджетов. Это лактометр, самого хайпового гаджета в спорте на выносливость, за счет чего организм работает. Вычисляемся, вот это жжение в мышцах происходит. Это мокси-монитор, процентов кислорода в мышце. Это Core сенсор, нагрев тела. Вот такой вот приборчик, который измеряет мощность на беге. Это прибор для измерения аэродинамики. Самый, наверное, бесполезный гаджет, который я использовал в своей подготовке, это ХУП. Сейчас измерим лактатом, чтобы полностью посмотреть картину. Иголка такая нитеобразная. Не рекомендую гаджеты покупать. Feeling pretty good right now, 400 watts. So I don't know a lot about this athlete. Again, Malenko also running really, really well. We're seeing right now on screen. Now just we see Bogdan currently in second place. Всем привет! На связи Богдан Коваленко, тренер по триатлону и профессиональный триатлет на длинных дистанциях. В сегодняшнем видео хотел рассказать про свои гаджеты, которые я использую в тренировочном процессе, как я их использую, плюс как я их использую на своих спортсменах. Я сторонник научного подхода, мне очень интересно именно внутренние процессы организма, полностью, чтобы данные отражали самочувствие спортсмена. Поэтому мне очень интересны все гаджеты, которые попадают в спорт на выносливость. За всю свою спортивную карьеру и тренерскую накопил достаточно большое количество гаджетов, которые досконально изучил, использовал в своей подготовке к различным дистанциям. Начнем с самого, наверное, хайпового гаджета в современном спорте на выносливость, в том числе триатлоне. Это лактометр, вот такой вот гаджет. Это гаджет, который измеряет энергообеспечение организма, показывает внутренние процессы, за счет чего организм работает, способы получения энергии, анаэробного, то есть бескислородного окисления глюкозы, либо аэробного с помощью кислорода. И этот прибор показывает в крови, сколько лактата, молочной кислоты, тем самым образуется в мышцах при различной работе. Молочная кислота – это побочный эффект при распаде глюкозы в интенсивном движении. И чем больше лактат, тем больше идет накопление молочной кислоты, и тем самым мы закисляемся, вот это жжение в мышцах происходит. И вот этот приборчик маленький может показывать внутренние процессы, которые возникают у нас в организме, и тем самым мы можем контролировать интенсивность и определять нужную дозировку, которую необходимо нам делать. Например, на длинных дистанциях триатлона редко, когда проходим дистанции выше анаэробного порога, то есть лактат всегда максимально стабилен на уровне обычно от 2 до 4 моль, если по стандартным смотреть. И вот мы должны все время контролировать, чтобы не заходить выше этого порога в тренировках и давать нужный стимул для адаптации и подготовки к соревнованиям, вот в том числе длинным дистанциям. Очень интересно, что лактат – это показатель со временем не меняющийся. То есть это стабильный показатель, даже если форма растет, то есть темп, скорость, мощность. Это все показатели, которые прогрессируют либо регрессируют. А вот лактат – это индивидуальный показатель, его надо собирать именно под профиль спортсмена, у каждого он свой, и по нему можно как раз и отслеживать прогресс. То есть если лактат стабилен, а мощность растет, значит и происходит прогресс. Следующий датчик – это мокси-монитор, достаточно такой маленький датчик, похож по работе на пульсоксиметр, если знакомы, в горах используют, когда надевают на палец, измеряют, сколько
в пальцы, да, крови и насколько она насыщена кислородом. Точно такой же прибор, только помощнее датчики, то есть он светит инфракрасным светом, вот здесь включается и просвечивает мышцу и показывает в реальном времени, сколько процентов кислорода в мышце, а также какой объем крови. Я его использую в основном на длительных специфичных работах, то есть когда я уже знаю свои индивидуальные показатели, сколько процентов кислорода в мышцу попадает, сколько усваивается, на какой интенсивности. То есть каждому спортсмену надо индивидуально определять свои зоны по процентам. Например, у меня достаточно развитая капиллярная сеть в мышцах, и поэтому у меня легкие тренировки, это в основном 80-85% кислорода в мышце. Когда ближе к порогу я продвигаюсь, это уже к 65%. То есть достаточно все равно высоко. Капиллярная сеть развита. МПК тренировки, то есть пятая зона, у меня обычно ниже 60%, это там до 50%. Интересно еще, что в горах, вот я его использовал в горах, и там тоже свои дозировки, надо корректировать их на равнине. Если пороговая тренировка это 65%, то в горах это вполне 50%, и это не значит, что что-то не так работает, просто надо сдвигать и ориентироваться на другие показатели. Также его показатели надо проверять с помощью лактометра, только вместе они дают хороший результат. Получается, если проверяем внешне, что показывает Мокси, например, я легко кручу педали, 80% показывает кислорода в мышце наполнения, проверяю с помощью лактометра, если лактат там в районе 1 моля, то есть у меня зона 1-2 находится на 80% кислорода в мышце. И я могу не делать дополнительные полоски, тратить и определять, я могу ориентироваться на его показатели. Конечно, есть минусы, его надо крепить на одно и то же место всегда. И не всегда это получается, на беге так вообще не работает, потому что слетает, как бы ты его ни крепил. Так что я его использую в основном на велосипеде, особенно в длительных каких-то специфичных работах, где надо ориентироваться в реальном времени, не останавливаться, делать лишние полоски там, и время тратить. Сейчас я проехал порядка 75 минут в первой и второй зонах. Процент кислородный в мышцах у меня 84-85% был. Мощность была 200-210 ватт примерно. Пульс при этом 132. Сейчас измерим лактатом, чтобы полностью посмотреть картину. Протираю палец пота, потому что в поте много лактата. Это ион молочной кислоты, который отображается на этом датчике. Взял. Вот сейчас полная картина отобразится. Получается, лактат будет около 1, думаю, не больше, потому что ощущения легкие. Вот 0,8 это совсем легко. Так что сейчас чуть активнее буду работать, чтобы вот зона 2 была хотя бы. Следующий показатель, очень тоже разрекламированный, это Core Sensor. Вот такой вот приборчик маленький, это мое первое поколение. Я его тут уже заклеил, потому что он подсломался. Тоже интересный прибор, показывает нагрев тела, внутреннего ядра, кожи, измеряет также индекс нагрева, он суммирует один показатель нагрева кожи и ядра. В основном я его использую для определения своих порогов и зон нагрева, сравниваю ощущениями в реальном времени. Вот я не то чтобы рекомендую его всем покупать, вообще не рекомендую гаджеты покупать. Если у вас есть тренер, который разбирается в этих всех гаджетах, то можно все интерпретировать обычным языком и обычными баллами, ощущениями, словами. То есть, когда я делаю пороговые тренировки или пишу своим спортсменам делать их, то обычно пишу по субъективным ощущениям и сколько времени нужно набрать в этих ощущениях.
Важно понимать, что при нагреве зоны интенсивности, которые в прохладную погоду комфортную воспринимаются, вот, например, мощность у вас 240 Вт, это там 3-4 зона, но когда вы нагреваетесь даже до индекса 3, то уже зоны смещаются примерно на 10-15%, и надо корректировать это, чтобы дать нужную дозировку. Гаджет просто для ориентира, в основном надо действовать по ощущениям и пониманию процесса. Так, ну все, заканчиваю тренировку. Получилось, что нагрева особого не получил. То есть 38,5, 32,5 и 1,5 индекс. То есть, чтобы получить тепловой стресс, например, в тренировке, необходимо надевать там одежду, целлофановую одежду, чтобы тепло лишнее не уходило, все накапливалось, и температура ядра поднималась равносильной температуре кожи. А сейчас, получается, я вот потею и охлаждаюсь. Это такой легкий стресс тепловой. Поэтому, чтобы тепловую нагрузку получать, нужно больше на себя надевать одежды. И, опять же, ориентироваться, если датчика нет, то на ощущения. Следующий интересный гаджет – это прибор Notio. Вот такой вот прибор. Это трубка, там же крепится барометр, альтиметр. Это прибор для измерения аэродинамики. То есть он крепится прямо на велосипед, на руль. И так можно определить показатель CDA. Это вот как раз лобовое сопротивление гонщика с воздухом. И чем его меньше, тем аэродинамичнее. Я его использую как в своей подготовке, то есть если там новую экипировку, новый велосипед и так далее. Только меняется CDA, то есть сопротивление воздуха, насколько я становлюсь аэродинамичнее или наоборот. Конечно, есть минусы, что нужно найти место, примерно 3 километра, желательно без трафика. Я провожу тестирование, понимаем, насколько мы можем сэкономить ватт при той или иной посадке, использовании той или иной экипировки. Датчик скорости – это ближе Notio. Чтобы показатели были точнее, нужно датчик скорости на колесо крепится, плюс мощеметр от велосипеда, и вот они вот троем дают показатель CDA. Вот еще интересный гаджет, который у меня есть, это глюкометр, измеритель, сколько глюкозы в крови в реальном времени. Он крепится обычно на мышцу, на трицепс, вот сюда. Иголка такая нитеобразная, и она показывает, сколько глюкозы в крови. С помощью него можно понять, насколько та или иная пища дала энергию, насколько она резко подняла сахар, либо наоборот не дала никакого эффекта. Я его использую элементы питания, и в основном в гонке, именно в процессе посмотреть, как сахар у меня падает или нет. Но он тормозит, иногда не показывает неточность. Пару гаджетов у меня вылетело, он обычно работает 2 недели, но поплавав, он бывает отвалится. Из интересного, что слишком густые растворы бывают в жару менее усваиваемые, то есть желудок не может их в кровь закинуть, хотя углеводов много съел, но из-за того, что жарко, густые растворы или гели хуже усваиваются, чем гипотоники. Это растворы, которые со смолярностью ниже, и они быстрее попадают в кровь. Чуть не забыл про свой еще один гаджет, это Stride. Он на кроссовке был закреплен. Вот такой вот приборчик, который измеряет мощность при движении на беге. То есть он крепится на кроссовок и с помощью там алгоритмов, которые заложены внутри, вычисляет мощность так же, как в велосипеде в ваттах. Как я его использую? В основном, когда бегаю в горы, то можно ориентироваться на мощность, потому что темп, когда ты бежишь в гору, неадекватный. У меня мощность пороговая где-то 450-440 Вт, и я вполне могу делать интервалы в гору на этой мощности и
попадать в нужную зону интенсивности. Просто в гору это может быть темп примерно 4.30, а на равнине это будет 3.20. Ну и самый банальный — это CSS-ремень, показывает пульс в реальном времени на часах. Вот, кстати, часы. Garmin 965, это Core сенсор сюда, и тогда данные точнее и лучше попадают на часы. На пульс ориентируюсь, но в основном меня лимитирует мышечная система, и я его всегда второстепенно воспринимаю. То есть, если это велосипед, то я больше отдаю ориентир мощности, мощность и лактат. Пульс зачастую, при том, что уставший, он бывает занижен, ЦНС хуже реагирует, внутренние процессы замедляются. То есть CSS — это очень хороший ориентир, но на каком-то уровне он уже менее полезен. Велокомпьютер. В основном я пользуюсь часами, особенно катаясь на ТТ, он мне там никуда не умещается, просто часы на запястье креплю, этого мне достаточно, я все данные вижу. Ну а так, если на шоссейном велосипеде катаюсь, то обычный Hammerhead. Он, кстати, не подключает Moxie, поэтому я использую часы, когда с Moxie катаюсь. Чуть не забыл про самый, наверное, бесполезный гаджет, который я использовал в своей подготовке. Это Hoop, наверное, всем знакомый. Почему самый бесполезный? Честно, я его не понял, как использовать, вообще интерпретировать в процессе. Зачастую самые эффективные, самые крутые гонки я проходил, когда он мне 3 дня подряд писал, что я умираю. Год поносил, как мне было интересно, HRV, вот это показатели, но в целом и часы достаточно хорошо показывают этот показатель. Какие-то нюансы типа по алкоголю и сну и тому подобное, это и так я по организму все это чувствовал. Ну, кому интересно, может попробовать. Ну и самый последний, это для восстановления. Я использую Theragun Pro. Классный массажер. Его использую в основном для пробивания триггерных точек. Очень классно помогает в велосипедных тяжелых тренировок. Тазобедренный сустав очень напряжен. И чтобы лучше восстановиться перед вечерним бегом, пробиваю, просто пускаю кровь, чтобы триггеров лишних не возникало. И так быстрее восстановление. На этом, наверное, все. Это все мои гаджеты. Хотелось дополнить, что да, я использую эти все данные датчиков, и мне очень интересно их использовать, но воспринимать все-таки это как направляющие. Данные датчиков — это хорошо, но ощущения в реальном времени, именно ваши, субъективные, гораздо важнее. И именно эти ощущения и дают нужный стимул. Приходите ко мне на тренировки, я объясню вам, как использовать и интерпретировать на ваши собственные ощущения, чтобы лучше подготовиться без стресса и перенапряжения, которое не дает зачастую какого-то прогресса. Так что всем хороших тренировок и до новых встреч!